Добрый день! В канун 8 марта хочу вам предложить связать вот такой красивый весенний цветок тюльпан. Он весь мягкий, внутри стебелька нет проволоки, и потому такой тюльпан можно подарить самым маленьким девочкам. А если вовнутрь основной части тюльпана вставить погремушку, так это еще получится тюльпан-погремушка. Начнем вязать этот красивый цветок. Для тюльпана я буду использовать нежно-розовую пряжу, это джинс номер 74, и насыщенно зеленого цвета, это пряжа Alize Cotton Gold номер 612, и крючком буду вязать номер 2,5. Сразу будем вязать лепесточки для тюльпана. Делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваем кольцо, чтобы не было никаких дырочек. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик мы провязываем по прибавке. В итоге у нас получится 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы провязали 10 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, а во второй делаем прибавление. И так повторяем 5 раз до конца ряда. Вот 1, 3 мы провязали столбика, снова вторая прибавка, 1 столбик и прибавка, столбик, прибавка, снова столбик, прибавка, столбик, прибавка, и в итоге в четвертом ряду у нас получилось 15 столбиков. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду по кругу обвязываем 15 столбиков. Теперь вяжем шестой ряд. В шестом ряду мы провязываем 2 столбика, 1, 2, и после второго столбика делаем прибавление. И так вяжем, еще делаем 5 прибавок, 2 столбика в третий прибавление, и в этом ряду у нас будет 20 столбиков. Седьмой ряд. В седьмом ряду мы провязываем по кругу 20 столбиков. Довязываем. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего столбика делаем прибавление. И так повторяем еще 5 раз. 1, 2, 3 столбика, прибавление. 1, 2, 3,
прибавление. 1, 2, 3, прибавление. И еще один раз. 1, 2, 3, прибавление. И в итоге у нас в 8 ряду получилось 25 столбиков. Вяжем 9 ряд. В 9 ряду мы провязываем 25 столбиков по кругу. Теперь вяжем 10 ряд. В 10 ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и после 4 прибавление. И снова так повторяем 5 раз до конца ряда. 1, 2, 3, 4, прибавление. 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 И в итоге в 10 ряду у нас получилось 30 столбиков. Теперь вяжем с 11 по 15 ряд. Вяжем по 30 столбиков. Провязываем. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду мы провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и после 4 убавление. И так повторяем 5 раз до конца ряда. 1, 2, 3, 4, убавление. 1, 2, 3, 4, убавление. 1, 2, 3, 4, снова убавление. 1, 2, 3, 4 и убавление. В 16 ряду у нас получилось 25 столбиков. Вяжем 17 ряд. В 17 ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после 3 убавление. И так повторяем 5 раз. 1, 2, 3. Убавление. 1, 2, 3. Убавление. 1, 2, 3. Убавление. 1, 2, 3. Убавление. И таким образом в 17 ряду у нас получилось 20 столбиков. Вяжем 18 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2. И после 2 делаем убавление. И так повторяем 5 раз. 1, 2, убавление. 1, 2, убавление. 1, 2, убавление. 1, 2,
И в конце тоже делаем убавление. И в 18 ряду у нас получилось 15 столбиков. Теперь вяжем 19 ряд. В 19 ряду провязываем 1 столбик, далее убавление. И снова так повторяем до конца ряда 5 раз. Столбик, убавление, столбик, убавление, столбик, убавление, столбик и делаем последнее убавление. И таким образом в 19 ряду у нас получилось 10 столбиков. Теперь провязываем последний 20 столбик. В 20 столбике у нас сложена деталь пополам, и нам нужно соединить вот две стороны столбиками без накида. Вот мы прокалываем крючком с одной стороны деталь и со второй стороны тоже захватываем столбик и провязываем столбик без накида. И снова один столбик из параллельной, второй, 2, 3, 4 и 5. Вот так у нас получилось. Теперь мы отрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было потом нам пришить все лепесточки. И таких лепесточков нужно связать 3 штуки. Вот у меня уже 2 есть связанных, и у них я сделала хвостики покороче. Их мы спрячем иголкой вовнутрь изделия. Нам нужен будет только один длинный хвостик у одного лепесточка. Теперь начинаем вязать сердцевину, основную деталь нашего тюльпана. Снова делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцо затягиваем. Во втором ряду в каждый столбик провязываем по прибавлению. Первый столбик, сюда же провязываем второй столбик. Это у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В итоге во втором ряду у нас получилось 10 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, а во второй делаем прибавление. 1, 2, оденем маркер. И так делаем 5 повторений. 1 столбик, прибавление, столбик,
прибавление, столбик, прибавление, столбик и прибавление. И в итоге в четвертом ряду у нас получилось 15 столбиков. Теперь провязываем пятый ряд. В пятом ряду вяжем самостоятельно 15 столбиков. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, а в третий прибавление. И таких повторений нам нужно сделать 5. 1, 2, прибавление. 1, 2, прибавление. 1, 2, прибавление. 1, 2, прибавление. И в шестом ряду у нас получилось 20 столбиков. Теперь седьмой и восьмой ряд провязываем по 20 столбиков. Вяжем девятый ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. После третьего делаем прибавление, 1, 2. И так повторяем до конца ряда 5 раз. 1, 2, 3, прибавление. Снова 1, 2, 3, прибавление. 1, 2, 3, прибавление. 1, 2, 3, прибавление. И в девятом ряду у нас получилось 25 столбиков. Теперь вяжем 10 и 11 ряд по 25 столбиков. 12 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, прибавление. И так повторяем 5 раз до конца ряда. 1, 2, 3, 4, прибавление. 1, 2, 3, 4, прибавление. 1, 2, 3, 4, прибавление. 1, 2, 3, 4 и прибавление. В 12 ряду у нас получилось 30 столбиков. Теперь с 13 по 16 ряд вяжем 30 столбиков. Вяжем 17 ряд, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И после 4 столбика делаем убавление. И так повторяем до конца ряда 5 раз. 1, 2, 3, 4, убавление. 1, 2, 3, 4, убавление. 1, 2, 3, 4, убавление. 1, 2, 3, 4, убавление.
И в 17 ряду у нас получилось 25 столбиков. Теперь вяжем 18 ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, убавление, снова 1, 2, 3, убавление, 1, 2, 3, убавление, 1, 2, 3, убавление. И еще раз повторяем. 1, 2, 3, убавление. И в этом ряду у нас получилось 20 столбиков. Теперь, так как отверстие у нас сужается, нужно взять наполнитель и немного наполнить сердцевину тюльпана наполнителем. Вот я уже наполнила. И теперь продолжаем вязать 19 ряд. В 19 ряду нам нужно провязать 2 столбика, 1, 2, и после второго столбика делаем убавление. И так мы повторяем до конца ряда 5 раз. Вяжем 1, 2 столбик, убавление, 1, 2, убавление, 1, 2, убавление, 1, 2, убавление. И в итоге в 19 ряду у нас получилось 15 столбиков. Теперь в 20 ряду мы будем ввязывать вот эти наши лепестки, те, что мы с вами вязали в начале. Будем брать, я уже все хвостики попрятала, кроме одного длинного хвостика на одном лепесточке. И будем прилаживать и провязывать вместе столбики вот на лепесточках и столбик на самом бутоне. Захватываем и провязываем вместе один столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Вот мы привязали один лепесточек. Теперь берем второй лепесток и так само привязываем, захватываем столбик на лепесточке и захватываем столбик на бутончику. И тоже 1, 2, 3, 4 и 5. И также берем третий лепесток и привязываем третий лепесточек. После 20 ряда я еще дозаполнила бутон наполнителем. И вот так у нас получились вот привязанные лепесточки к бутончику. И теперь довязываем 21 ряд. Вяжем
1 столбик в следующий убавление. Снова повторяем 1 столбик в следующий убавление. И таких повторений у нас всего 5. И в конце ряда получится 10 столбиков. После 21 ряда ниточку розовую мы будем отрезать и переходим на зеленую, так как будем далее вязать уже стебелек. И привязываем зеленую пряжу. Привязали. Эти 2 хвостика мы завяжем. И теперь вяжем по кругу по 10 столбиков. По мере того, как мы будем вязать стебелек, стебелек будем наполнять наполнителем, потому что потом, когда вы довяжете его до конца, узкую такую деталь будет неудобно наполнять. И вот так вяжем по 10 столбиков в каждый ряд и смотрите по той длине, которой вам нужен стебелек. Вот я связала стебелек для тюльпана. У меня получилось, что я провязала 40 рядов по 10 столбиков. И приблизительно вот можем даже замерить линейкой 16 сантиметров получается стебелек у моего тюльпана. Теперь будем закрывать петли. Для этого мы будем делать убавление. Первое убавление будем провязывать по 2 столбика. Второе убавление, третье убавление и немножечко вот дозаполняем наполнителем. Берем палочку и наполняем. Чтоб низ у тюльпана тоже был плотно набит. Вот, дозаполнили. И снова продолжаем убавление. Провязываем по 2 столбика. Вот, а теперь эту дырочку вот мы сейчас отрежем ниточку. И это отверстие мы сейчас тянем с помощью иголки. И за каждую петелечку захватываем иголкой. Доходим до того места, с которого мы начинали. И затягиваем. Все, этого отверстия уже нет. И ниточку прячем вовнутрь. Вот. И отрезаем. Теперь будем вязать листик к нашему тюльпану. Снова взяли зеленую пряжу, сделали кольцо. И в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4,
и 5. Кольцо стягиваем. И теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду в каждый столбик мы провязываем по прибавлению. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в третьем ряду у нас получилось 10 столбиков. Четвертый ряд провязываем тоже 10 столбиков. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы провязываем 1 столбик, в следующий прибавление. И так нам нужно повторить до конца ряда 5 раз. Столбик, прибавление, столбик, прибавление, столбик, прибавление, столбик и прибавление. И в итоге у нас в пятом ряду получилось 15 столбиков. Шестой и седьмой ряд провязываем по 15 столбиков. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду мы провязываем 1 столбик, второй столбик, а в третий прибавление. И таких повторений у нас будет до конца ряда 5. Еще вяжем 1 столбик, второй, прибавление. 1 столбик, второй, прибавление. Один столбик, второй, прибавление, 1 столбик, второй и прибавление. И в итоге у нас в восьмом ряду получилось 20 столбиков. 9, 10 и 11 ряд провязываем по 20 столбиков. 12 ряд. В 12 ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего прибавление. И таких прибавлений нам нужно сделать до конца ряда 5. Снова повторяем 3 столбика, 1, 2, 3, прибавление, 1, 2, 3, прибавление, 1, 2, 3, прибавление, 1, 2, 3, прибавление. В конце ряда у нас получилось 25 столбиков. Теперь с 13 по 22 ряд провязываем по 25 столбиков. Теперь вяжем 23 ряд. В 23 ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего делаем убавление. И нам нужно повторить так 5 раз до конца ряда. 1, 2, 3, убавление,
1, 2, 3, убавление, 1, 2, 3, убавление, 1, 2, 3, убавление. И так в 23 ряду у нас получилось 20 столбиков. Из 24 по 35 ряд я провязывала по 20 столбиков в каждом ряду. Теперь будем соединять так само, как на лепесточках, деталь. Будем провязывать с одной и со второй стороны по столбикам, захватывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик у меня не получился. И теперь отрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было пришить листик к стебелечку. И вот тюльпан у нас, все детали у нас готовы. Давайте для начала сошьем лепесточки на тюльпане, для того, чтобы нам легче было пришивать потом сам листочек. Так, берем иголку. И теперь будем вот в середине тюльпана, вот самой нашей серединки, проводим, прокалываем иголкой с ниточкой, которую мы оставляли на одном лепесточке. Теперь вот так прилаживаем 2 лепестка и будем их соединять между собой. Прокалываем вот иголкой в краюшек одного лепесточка, протягиваем нить. И теперь со второй стороны второго лепесточка и соединяем. И таких стежков делаем 3-4. Чтобы они держались между собой и не раскрывались. Ну, еще присоединим вот, соединили с одной стороны. Теперь нам нужно перейти на вторую сторону. Мы снова прокалываем иголку в середину, сердцевину тюльпана и выводим с нужной нам стороны. И снова слаживаем 2 детали между собой и прошиваем их с одной и со второй стороны. И так же само мы потом перейдем на сшивание 3-го лепесточка. Вот все лепесточки мы между собой сшили. Вот такой бутончик, он уже не раскрывается. И теперь мы возьмем листочек и приложим к стебельку. И тоже смотрите, на каком расстоянии приблизительно вы хотите, чтобы у вас был листочек. Я вот оставляю столько
стебелька, а это будет у меня пришит листочек. И вот тоже беру иголку и пришиваю стебелек и листочек. И вот так по кругу соединяем и сшиваем. После того, как пришили вот внизу, теперь переходим на пришивание вверх, тоже, чтобы было прификсировано. Захватываем за стебелек и за листочек. И так присоединяем. Будем присоединять с одной стороны, но не до конца, конечно же, листочка. Где-то вот до вот этой части я буду пришивать листочек и к стебелечку. А потом развернусь и буду со второй стороны тоже пришивать. И с этой стороны пришью тоже до вот этой вот части.